Послевкусие переговоров министр войны США Хекзет уже хочет накормить стейками Трампа, Зеленского и Путина. Эстония готова направить своих солдат в Украину. На каких условиях? На чем основан осторожный оптимизм Зеленского насчет переговоров? Что говорит Кремль и о чем молчит Вашингтон? Еще год, к началу 27-го, Европа полностью откажется от российского газа. Уговорить не удалось. Бельгия не хочет отдавать замороженные российские активы. Здравствуйте! Мы рассказываем о самом главном и самом интересном. События, которые меняют мир и жизнь каждого из нас. Обязательно подпишитесь. Это «Один день» и я, Андрей Данилевич. Эстония перед встречей НАТО в Брюсселе заявила, что готова отправить своих военных в Украину, если будущие гарантии безопасности включат миротворческую миссию. Латвия и Норвегия подчеркнули, невозможное на поле боя нельзя получить за столом переговоров и объявили о новом пакете военной помощи Киеву. Генсек НАТО Марк Рютте добавил, что переговоры продолжаются, но Украина должна входить в них максимально сильной, и рассказал о своей реакции на угрозу войны в Европе, которую накануне озвучил Путин. И снова Украина. Как обеспечить, чтобы Украина оставалась максимально сильной? Мирные переговоры продолжаются, это хорошо. Но одновременно мы должны быть уверены, что пока они идут, а мы не знаем, когда они завершатся, Украина остается в сильнейшей позиции, чтобы продолжать борьбу, отражать атаки России, а также быть в максимально выгодном положении, когда переговоры действительно перейдут к стадии, где стороны сядут за стол. Я не собираюсь реагировать на каждое заявление Путина. Мы видели его в военной форме, одетого как солдата на фронте, хотя это был вовсе не фронт, а довольно далеко от него, позавчера. Так что я не собираюсь комментировать все подряд. Позиция Эстонии совершенно ясна. Место Украины в НАТО. Но, вероятно, это не произойдет прямо сейчас. Поэтому мы, как коалиция желающих совместно с США, должны принять решение о предоставлении гарантий безопасности. А это означает, что Европе придется включиться по-настоящему, вплоть до размещения войск на земле, если это потребуется. Еще в марте этого года правительство Эстонии приняло решение, если такая необходимость возникнет, и коалиция желающих сформирует миссию по гарантиям безопасности с размещением войск, мы примем в ней участие. Мы должны сами определиться, что будем делать в Европе. Путин не может решать за нас. И в равной степени США не могут принимать решения вместо нас. Мы внимательно следим за новостями и из Москвы, и из Киева, и из других мест. Никто не должен пытаться получить в ходе так называемых мирных переговоров то, чего не смог добиться на поле боя. Именно этого и добивается Россия. Россия пытается подорвать позиции США в мире, пытается расколоть НАТО и стремится сделать это через эти так называемые мирные переговоры. Украина заслуживает мира, мира справедливого и мира долгосрочного. Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере $500 миллионов США на программы ПУРЛ. Средства будут распределены двумя пакетами. Один совместно с Германией и Польшей, второй совместно с Германией и Нидерландами. Потому что сейчас действительно момент, когда необходимо резко нарастить поддержку Украине. Она должна иметь возможность вести переговоры с позиции силы. Европейский совет заявил, что достиг соглашения с Европейским парламентом о поэтапном прекращении импорта российского газа к 2027 году в рамках усилий по избавлению от зависимости от российской энергии. Соглашение предусматривает юридически обязательный поэтапный запрет на импорт российского СПГ и трубопроводного газа. Стоит отметить, что Венгрия, Франция и Бельгия остаются среди стран, которые продолжают получать российский газ. Сегодня действительно исторический день для нашего Союза. Прошлой ночью мы достигли предварительного соглашения по предложению комиссии о полном отказе от российских ископаемых энергоресурсов. Мы переворачиваем эту страницу и навсегда. Это рассвет новой эры, эры полной энергетической независимости Европы от России. Многие считали это невозможным, но цифры говорят сами за себя, и позвольте привести некоторые из них. Сегодня импорт российского газа, СПГ и трубопроводного снизился с 45% в начале войны до 13%.
Импорт угля упал с 51% до нуля. Импорт сырой нефти с 26% до 2% сегодня. Я всегда знала, что мы сможем добиться результата благодаря единству, решимости и благодаря тому исключительному объему работы, который был проделан за последние 3 года. Пока что не уговорили. Бельгия опасается относительно использования замороженных российских активов для финансирования Украины. И являются ли такие действия законными? Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, предложения Еврокомиссии проблему не решают. Германия же настаивает, все можно урегулировать при единой позиции союзников. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант займа под репарации самым худшим. Он рискованный. Такого раньше никогда не делали. И все видят, насколько сложно уже много месяцев найти надежное решение по предложенному механизму. Письмо моего премьер-министра вновь четко изложило наши опасения. Если кратко, это необходимость гарантий для Евроклир, полная оценка рисков и выход за рамки только Евроклир и Бельгии. Эти опасения законны и разумны. Наша дверь всегда была открыта и остается открытой. Однако у нас создается неприятное ощущение, что нас не услышали. Наши опасения недооцениваются. Документы, которые комиссия представит сегодня, не отвечают нашим требованиям должным образом. Неприемлемо использовать эти деньги, оставив нас одних перед лицом рисков. Предложенный займ под репарации явно не наш предпочтительный вариант. Если государства-члены захотят идти в этом направлении, мы требуем полного покрытия рисков, которые Бельгия несет из-за этой схемы. Это не завышенное требование. Это мы не пытаемся идти на конфликт с партнерами или с Украиной. Мы просто хотим избежать потенциально катастрофических последствий для государства-члена, которого просят проявить солидарность, но не предлагают аналогичной солидарности в ответ. Немецкое правительство работает над тем, чтобы мы смогли принять соответствующее решение в Совете ЕС, которое позволило бы нам использовать замороженные российские активы. Это должно происходить на надежной юридической основе. Комиссия работает над этим и представит свои предложения. Мы поддерживаем это и, конечно, серьезно относимся к опасениям Бельгии. Они обоснованы, но проблему можно решить. Это можно сделать, если мы будем готовы нести ответственность вместе. Германия к этому готова и призывает все государства-члены поступить так же. Я очень уверен, что предложение канцлера в итоге будет принято. На наших глазах каждую минуту меняется мир. Помогите нам рассказывать об этом. Подписывайтесь и становитесь спонсором канала «Один день». В Брюсселе отменена встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими представителями, спецпосланником Стивом Виткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Евроньюз Алекс Рафоглу. По его данным, президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев, а делегаты США после Москвы улетели сразу в Вашингтон. Переговоры Уиткофа и Кушнера с Владимиром Путиным во вторник длились около 5 часов. При этом российский президент опоздал на встречу более чем на 2 часа. Обсуждался 28-пунктный план прекращения войны, согласованный ранее во Флориде. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, компромисс достигнут не был. Позиции сторон остаются расходящимися. Более того, по словам Ушакова, встреча между украинской и американской сторонами не состоялась из-за просьбы Москвы. Переговорный процесс продолжается в тишине и на экспертном уровне. Так прокомментировал визит американской делегации в Москву пресс-секретарь Кремля. Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. И мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, но и видим также, что и американцы придерживаются этого же принципа. Сейчас работа ведется на рабочем экспертном уровне. Именно на экспертном уровне должны быть достигнуты определенные результаты, которые потом станут основой для контактов на высшем уровне. Такой вот прямой обмен мнениями он состоялся вчера в первый раз. И опять же вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса. Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования конфликта на Украине. И, конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа. И мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования.
В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым камнем преткновения на переговорах по миру в Украине остаются 20% Донецкой области, где стороны фактически воюют за несколько десятков квадратных километров. При этом еженедельные потери уже превышают показатели некоторых войн США. Он подчеркнул, что мир невозможен без диалога с Москвой. Бесконечная помощь Украине нереалистична, а будущий экономический успех страны и гарантия ее суверенитета зависит от того, насколько сейчас удастся сблизить позиции сторон. Ну, во-первых, когда президент говорит, что это самый простой конфликт, я думаю, он имеет в виду, что это самая нелогичная война. Это та война, которую логично было бы закончить, потому что в традиционном понимании победы никто ее не выигрывает. Русские теряют 7 тысяч солдат в неделю. 7 тысяч — это больше, чем мы потеряли в некоторых войнах за все время. Они теряют 7 тысяч солдат в неделю, это только со стороны России, не говоря уже об уничтожении на украинской стороне. По сути, сейчас они воюют за участок площадью 30-50 квадратных километров в тех 20% территории Донецкого региона, который остается. И то, чем мы пытались заниматься, и, думаю, добились определенного прогресса, думаю, это понять, и с чем могут смириться украинцы при условии, что это даст им гарантии безопасности в будущем, чтобы их никогда больше не вторглись, чтобы им позволили не только восстановить экономику, но и процветать как стране, чтобы экономика росла. Теоретически, при правильных шагах, через 10 лет ВВП Украины мог бы превысить ВВП России. Вот о таких вещах речь. Остановить войну, убедиться, что на них никогда больше не нападут, защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, и дать ее экономике возможность не просто восстановиться, а процветать и превратиться в историю успеха. Вот к чему мы здесь стремимся. Итак, на что может согласиться Украина с учетом всей той динамики, которую я только что описал? И на что согласится Россия? В конце концов, это не нам решать. Это не наша война. Мы в ней не воюем. Там нет американских солдат. Это другой континент. Мы вовлечены, потому что мы единственные, кто может это сделать. Европейские страны, я больше просто некому в мире этим заняться. Китайцы этого сделать не могут. Единственный лидер в мире, который может разговаривать с обеими сторонами и заключить соглашение, если оно в принципе возможно, это президент Трамп. И он проявил большое терпение. Он посвятил этому много времени. Мы пытаемся понять, можем ли мы преодолеть разрыв между обеими сторонами. Чтобы это сделать, нам нужно разговаривать с обеими сторонами. У нас есть некоторые иррациональные люди, вовлеченные в эту тему. Люди, которые считают, что мы должны говорить только с украинской стороной и совсем не говорить с россиянами. Нельзя закончить войну между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией. Но нужно учитывать и позицию Украины. Они вели себя очень мужественно в этой войне. Но мы считаем, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы завершить войну. И если существует способ преодолеть этот разрыв между странами, то мы единственные в мире, кто может это сделать. И именно этим мы и пытаемся заниматься. В конечном итоге решать будут они. Если они решат, что не хотят заканчивать войну, значит, война будет продолжаться. Некоторые люди исходят из идеи, что наша политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченно долго, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично, и этого не произойдет. И мы говорили об этом давно. Невозможно поддерживать такую масштабность и интенсивность, и я также не считаю реалистичным, чтобы Россия могла вести эту войну еще 4-5 лет. Я бы подумал, глядя на ситуацию на бумаге, что Россия смела бы их за 3 недели. И вот что люди забывают, Шон. На каком-то этапе этой войны Россия контролировала существенно больше территории Украины, чем сейчас. Украинцы, если посмотреть на карту марта или апреля после вторжения и сравнить с тем, как все выглядит сейчас, украинцы отбросили россиян далеко назад от тех позиций. Так что они уже добились огромных результатов благодаря своей храбрости, смелости и тому, насколько упорно они сражались. Но существует и реальность. Эта война превратилась в войну на истощение, и, к сожалению, россияне показали готовность жертвовать 7 тысячами солдат в неделю ради достижения своих целей. Безумие. Пару недель назад Путин сказал, это может занять много времени, мы достигнем своих целей. Это может стоить дороже и занять дольше, чем мы хотели, но мы сделаем это. И я действительно думаю, что это их ментальность. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины, и чтобы обе стороны могли согласиться с таким вариантом. Вот что мы пытаемся выяснить. И я думаю, что мы добились определенного прогресса. Мы еще не на финише. Насколько вы уверены? Последний вопрос. Оценить уровень уверенности сложно, потому что в конечном итоге решения должны быть приняты. В случае России, лично Путиным, не его советниками. Путин единственный, кто может закончить эту войну с российской стороны. Поэтому мы собираемся продолжать искать варианты. Мы пытались свести обе стороны и посмотреть, какие предложения мы можем сформулировать. Мы сделаем все возможное, чтобы это сработало. Мы этим занимаемся уже 10 месяцев. Это была наша цель все это время. Я думаю, что мы продвинулись. Мы стали ближе, но мы еще не там. Мы все еще недостаточно близки. Но это может измениться. Я надеюсь, что изменится. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с осторожным оптимизмом смотрит на мирные усилия. По его словам, США проявляет реальный интерес к поиску решения, и это дает надежду, что дипломатия еще может сработать.
Я действительно считаю, что очень сложно комментировать слова лидера России, потому что он на самом деле не хочет закончить эту войну. Он не достиг всех целей, которые хотел в самом начале этой агрессии. Он хотел полностью уничтожить нас, нашу свободу, наш народ. Но он очень удивлен. Все понимают, и те, кто его знает, и те, кто не знает, что он не достиг ни одной реальной цели, которую ставил. Путин сейчас думает, как найти новые причины, чтобы не заканчивать эту войну. И мы рассчитываем на давление со стороны США и людей в мире. Я думаю, это очень сильная страна. Они сказали, что должны работать над этим планом и будут давить на обе стороны. Конечно, мы хотели бы, чтобы они были больше на нашей стороне, но ладно, посредник так посредник. И они начали давить на обе стороны. И мы поддержали эту идею. Немного оптимизма в моих словах было из-за некоторой скорости переговоров и из-за интереса к ним со стороны американцев. Это показало, что Америка сейчас не отказывается от какого-либо дипломатического пути диалога. И это хорошо. Они дали нам сигнал. Что касается переговоров, если вы готовы, мы будем работать. Они получили от нас такие сигналы. Вот где мы находимся. Для меня слова Путина — ничего нового. Но мы должны надеяться. Мы не просто надеемся. Мы надеемся и работаем. Тяжело работаем каждый день. И мы надеемся, конечно, потому что мы хотим мира. Поэтому это оптимизм. Я думаю, это реализм. Нам нужно приблизить мир. Приблизить мир можно за ужином Трампа, Зеленского и Путина, уверен министр войны США Пит Хегзет. Он даже меню успел продумать – стейки и салат с русской заправкой. К слову, в Америке таким соусом называют смесь кетчупа и майонеза – кетчунес. Если бы вы могли устроить званый ужин и пригласить 3 людей, живых или мертвых, кто бы сел за стол и что бы вы ели? Давай, дорогая, отвечай. Ну, выбери одного, а я выберу другого. Нет, я думаю... Ну, на данный момент это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Посмотрели бы, что получится. Посмотрели бы. А что бы мы ели? По этому поводу без комментариев. Да что угодно. Стейки, знаешь. Все, что захочет президент. И посмотрим, что будет. Это был бы ужин ради мира. Стейки прожарка well done. Картофель фри. Пойдет. И русская заправка. Да. Или заправка 1000 островов в салат. Обожаю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе главных событий.